5 байкеров внезапно подошли к Рону, 90-летнему ветерану, когда он направлялся в закусочную. Они приставали к нему и смеялись над ним, отказываясь отпустить. Однако, когда он позвонил по телефону, они побледнели. В тот роковой вечер, когда Рон шел по своей улице к местной закусочной, он и понятия не имел, насколько насыщенным событиями станет этот вечер. Неторопливо прогуливаясь, он вдыхал прохладный воздух, наслаждаясь его чистотой и непорочной свежестью. Однако громкий рев мотоциклов резко нарушил спокойную атмосферу. Он сразу же обернулся и, к своему ужасу, увидел, что к нему приближаются 5 мотоциклов. Они двигались на предельно высокой скорости. Приблизившись, они начали объезжать его на своих мотоциклах, громко нажимая на газ, пока ему не пришлось заткнуть уши. Объезжая его снова и снова, они дразнили старика и смеялись над ним. Они насмехались над ним за то, что он не мог ничего сделать, чтобы остановить их, и оскорбляли его снова и снова. В конце концов, они остановили свои мотоциклы и подошли к Рону. Байкеры встали с 2 сторон, чтобы старик не смог их обойти. Когда он попытался протиснуться сквозь них, они преградили ему путь и назвали его попытки убежать жалкими. 2 из них схватили Рона и удерживали на месте, в то время как один из них, Чарльз, обшаривал его карманы. По мере того, как Чарльз обыскивал карманы Рона, он хмурился все сильнее. Чарльз с яростью уставился на Рона. При нем не было ни бумажника, ни денег. Байкер не мог понять, как кто-то может спокойно разгуливать по городу, не имея ни цента в кармане. Однако Рон именно так и делал, и у него не было с этим проблем. Чарльз потребовал объяснить, куда старик направляется, и после недолгих колебаний Рон решил сказать правду. Он направлялся в закусочную. Услышав это, они рассмеялись и назвали его попрошайкой. Они были уверены, что поскольку у него не было денег, он пришел туда только для того, чтобы попросить еды. Байкеры обзывали его всевозможными словами и просили отвезти их в ресторан. Они сказали, чтобы он выпросил еду и для них. Только так они могли оставить его в покое. Если бы Рон отказался, они бы позаботились о том, чтобы он пожалел об этом. Пока Рон шел, они ехали рядом с ним на мотоциклах, держась поближе к нему, как будто он мог обогнать их, если они отъедут слишком далеко. Каждые несколько минут Чарльз насмехался над Роном и называл его одиноким стариком, которого бросили дети. Слушая их непристойные слова, Рон понимал, что они хотят только позлить его, а он этого не хотел. Последнее, чего он хотел, это доставить байкерам удовольствие, увидев, что они его достали. Когда они добрались до закусочной, все стало только хуже. Байкеры внимательно слушали, как Рон делал заказ, и с каждым его словом насмехались над ним. Их голоса были громкими, и они мешали другим посетителям. Если кто-то жаловался, байкеры угрожали расправиться с ними и советовали не лезть не в свое дело, если они не хотят, чтобы их постигла та же участь. Чарльз и его банда, похоже, наслаждались жизнью. Рона все сильно раздражало. Впервые с тех пор, как он уволился из армии, он встретил людей, которые по-настоящему раздражали его. Он родился в одной из самых богатых семей в городе и был одним из самых привилегированных детей. Он мог иметь все, что хотел. Однако Рон никогда не позволял ничему из этого прийти ему в голову. Он никогда не чувствовал себя выше или лучше своих сверстников. Ему нравилось играть с другими детьми, и он всегда охотно делился своими игрушками и едой во время школьного обеда. Даже в раннем возрасте он любил помогать людям. Он всегда был готов отдать еду тому, кто в ней нуждался. Таким самоотверженным Рон был всегда. Вскоре после окончания средней школы он поступил в армию, чтобы служить своей стране. Эта карьера открыла ему глаза на окружающий мир и показала, как сильно страдают люди. Он прослужил больше 10 лет, прежде чем из-за ранения был вынужден досрочно уйти в отставку. Вернувшись в свой город, он возглавил компанию своего отца и расширил ее до мирового уровня. Он женился и завел собственных детей. Став взрослым и наделенным ответственностью, он стал еще более приверженным благотворительности. Он регулярно назначал стипендии способным студентам из своего города, обещая оплачивать их обучение до тех пор, пока они будут преуспевать в учебе. Благодаря своему бескорыстному отношению он познакомился со многими людьми в старших классах школы и колледжа.
Многие люди в городе были обязаны ему своим успехом, и они всегда были рады пообщаться с Роном. Он также сыграл важную роль в развитии экономики города. К тому времени, когда его дети стали взрослыми и были готовы возглавить компанию, чтобы он мог спокойно уйти на пенсию, все в городе восхищались Роном. Больница, где Рон регулярно проходил медицинские осмотры, предоставляла свои услуги бесплатно. В закусочной его угощали бесплатно, независимо от того, насколько дорогим был его заказ или сколько раз он ел за день. Когда Рон потерял свою жену, весь город погрузился в траур, и многие предприятия закрылись на несколько дней, чтобы погоревать вместе с ним. Вот как сильно все любили Рона. Он улыбался всем, кого встречал, так как был милой душой, и никто не питал к нему дурных намерений. Это касалось и банд байкеров, которые жили на окраинах города. Хотя они предпочитали держаться в стороне, они не доставляли неприятностей и не совершали преступлений, и даже были известны тем, что помогали людям, оказавшимся в трудной ситуации. Вот почему для Рона и других посетителей ресторана стало таким шоком, когда 5 байкеров из той же группы начали приставать к старику и издеваться над ним. Это был первый случай, когда произошло нечто подобное, и все были опечалены тем, что байкеры напали на самого доброго человека в городе. Вскоре на стол подали еду для Рона, но Чарльз тут же выхватил ее и забрал себе. Он сказал Рону, что единственный способ получить свою еду — это сделать заказ для него и его друзей. Официантка попыталась забрать еду, но Чарльз оттолкнул ее и посоветовал не лезть не в свое дело. Он велел оставить их в покое, иначе он и его друзья сожгут закусочную дотла. В этот момент Рон решил, что с него хватит. Он был полон решимости положить конец их выходкам. Он достал телефон и набрал номер. Байкеры наблюдали за ним и смеялись, предполагая, что он звонит в полицию. Они насмехались, говоря, что это бесполезная попытка. Чарльз утверждал, что у них есть друзья-офицеры, которые могут легко вытащить их из тюрьмы. Затем он пригрозил, что как только их освободят, они вернутся и заставят Рона заплатить. Однако старик проигнорировал их. Он просто позвонил. Он сказал несколько слов, понизив голос, чтобы они не услышали, что он говорит. Закончив, он бросил телефон на стол, и взгляд Чарльза упал на экран. Он увидел имя абонента и сразу побледнел. Он был явно потрясен, так как не мог оторвать глаз от телефона. Другие байкеры заметили его дискомфорт и потребовали объяснить, что с ним не так. Когда он не смог вымолвить ни слова, они просто подняли телефон и проверили сами. И они тоже побледнели, увидев имя, написанное жирным шрифтом. Рон позвонил мэру. Байкеры не могли поверить, что такой пожилой человек мог общаться с кем-то столь искушенным и защищенным, как мэр. Убедившись, что это всего лишь уловка, чтобы напугать их, байкеры решили, что их так просто не запугаешь. Однако с каждой минутой байкерам становилось все более не по себе. Они поняли, как мало знают о Роне, и начали пересматривать свои предположения. Если Рон действительно связан с мэром, у них могут быть серьезные неприятности. Как только они начали подумывать о том, чтобы покинуть закусочную, воздух внезапно наполнился громким воем сирен. Подъехали 2 полицейские машины, и из них выскочили вооруженные офицеры с оружием наготове. Байкеры уставились на полицейских, затем оглянулись на Рона, который продолжал спокойно сидеть. Они снова посмотрели на полицейских, прежде чем разразиться смехом. Полицейские, которые вошли в закусочную, были их друзьями, теми самыми, которыми они хвастались Рону. Однако их смех начал стихать, когда байкеры заметили, что их друзья не разделяют их веселье. Вместо этого у офицеров были серьезные и печальные выражения лиц. Прежде чем байкеры успели осознать, что происходит, полицейские достали наручники и начали их арестовывать. Чарльз в шоке уставился на полицейских, не в силах поверить, что его друзья отвернулись от него. Один из полицейских объяснил, что они выполняют приказ начальника полиции, который получил указание от самого мэра. Потрясенные байкеры не могли отвести глаз от Рона, который продолжал сидеть с улыбкой на губах. Именно тогда они поняли, что связались не с тем человеком. Связь Рона с мэром и его негласное влияние привели к быстрому правосудию, в результате чего байкеры осознали истинные масштабы влияния Рона и серьезность своей ошибки.
Чарльз потребовал объяснить, как Рону удалось провернуть такой ход, но старик проигнорировал его. Тогда один из полицейских раскрыл им шокирующую правду. Он объяснил, что Рон считался героем в городе, и, связавшись с ним, Чарльз фактически связался со всеми. Однако это была лишь малая часть того, что произошло. Как выяснилось, мэр также был одним из получателей многочисленных стипендий Рона. Мэр происходил из бедной семьи, и когда-то Рон помог ему окончить среднюю школу и колледж. Рон также оказал большую помощь в финансировании его предвыборной кампании, когда он баллотировался в мэры. В результате мэр очень уважал его и относился к нему как к члену семьи. Начальник полиции тоже не остался в стороне. Рон помогал ему во время учебы в полицейской академии. Однако самым страшным открытием для Чарльза и его друзей стало то, что даже лидер банды байкеров пользовался благотворительностью Рона. Рон помог ему основать мастерскую, которая в конечном итоге привела к созданию банды байкеров. В этот момент Чарльз понял, насколько серьезно они влипли в неприятности. Когда их вели к полицейским машинам, мэр и главарь банды прибыли на место. Увидев влиятельных людей, которые пришли на помощь Рону, Чарльз понял степень влияния старика и масштаб их ошибки. Уважение и привязанность города к Рону означали, что никто не потерпит никакого вреда, причиненного ему. Когда их грузили в машину, один из полицейских спросил Чарльза, почему они совершили такой ужасный поступок, и все, что они могли сказать, это то, что они понятия не имели, что Рон настолько известен. Они присоединились к банде всего несколько дней назад, и им не терпелось заявить о себе. Они приехали из соседнего района и горели желанием начать терроризировать людей. Главарь банды предупреждал их, что такой образ жизни в их банде не приветствуется, но они отказались слушать. В ту ночь и мэр, и главарь банды рассыпались в извинениях перед Роном за случившееся. Но Рон сказал, что это не их вина. Он просто поблагодарил их за то, что они вовремя пришли ему на помощь, и велел им убедиться, чтобы байкеры-нарушители были наказаны по всей строгости закона. События развивались именно так, как Рон и надеялся. Байкеры-нарушители предстали перед судом и в итоге были приговорены к нескольким неделям тюремного заключения. Банда байкеров также применила свое собственное наказание. Нарушителям было запрещено участвовать в их банде. Их предупредили, что если они осмелятся появиться в городе после отбытия срока, то столкнутся с гораздо худшими преследованиями, чем те, которым они подвергли Рона. В конце концов, байкеры-хулиганы получили по заслугам, и город вернулся к своему мирному и безмятежному состоянию. Дорогие зрители, а что бы вы сделали на месте Рона? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.